Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас грядет новый 2023 год, и в преддверии этого нового временного периода давайте сделаем с вами прогноз для всех знаков зодиака на грядущий год. И сейчас мы с вами рассмотрим, что же ждет скорпионов в 2023 году. У нас будет одна общая позиция для всех скорпионов, выбирать ничего не нужно. Давайте с вами, начиная с общей атмосферы загаданного периода грядущего года, посмотрим, каким же будет предстоящий год для вас, скорпионы. Итак, каково будет настроение и общая атмосфера будущего года для скорпионов? Прочная, стабильная позиция, движетесь в нужном направлении, в направлении любви, будучи сопровождаемыми любовью. Вы знаете, в будущем году женская фигура для вас будет очень значима. Это может быть сестра, подруга, мама, дочка, женщина, которая вам помогает, которая вас поддерживает. Очень такое, знаете, большое значение будет она иметь для вас в грядущем году. В целом, ваши позиции прочны. Возможно, где-то придется доказывать что-то, отстаивать свою правоту, но это у вас получится в лучшем виде. Вот ваша позиция правая. Если кто-то с вами не согласен, в любом случае вы сумеете убедить человека, что правы здесь вы. И ваша позиция, ваша точка зрения, она является правильной. Движетесь в нужном направлении, карта компас. Причем, вы знаете, вы всегда понимаете, куда вам нужно идти, куда вам нужно двигаться. Как только у вас возникает какая-то новая идея, появляется новая возможность, сразу же открываются шансы и пути для ее реализации. Ну и, конечно же, карта сердца. Это любовь, это партнерство, это союз. Те, кто одинок, обязательно обретете любимого человека в грядущем году. Те, кто в паре, здесь возможно либо создание официального союза, укрепление имеющихся отношений, вступление в брак, сближение с человеком. В любом случае, на протяжении всего года вы будете чувствовать вот эту вот поддержку любимого вами человека. И знаете, что ваше чувство, оно, конечно же, взаимно. Вас любят так же сильно, как любите вы. Вас будут любить так же сильно, как будете любить вы. Поэтому год для вас будет прекрасным, замечательным, хорошим. Движение в нужном направлении и в состоянии наполненности, в состоянии любви. Какими бы ни были ситуации на работе, с финансами, сейчас мы все это рассмотрим, в любом случае вы знаете, что есть любимый человек, который готов вас поддержать. Плюс к этому человеку любимому в помощь есть ваша либо подруга, либо сестра, возможно, мама, да, вот та женщина, которая всегда вас вдохновит, поддержит и станет вашим, ну так скажем, спутником, да, где-то в чем-то созидателем в достижении намеченных целей. Итак, что в работе ждет скорпионов в грядущем году? В работе. Смотрите, будет какой-то период, когда вам нужно будет просто отдохнуть. Карта повешенной – это состояние некого застоя такого. А с чем связано? Здесь, знаете, какие-то вот прям неожиданные события. У кого-то, возможно, связанные с детьми. Рождение ребенка, внимание, которое требует ребенок. Либо же, если тема детей для вас не актуальна, то здесь просто вот такое состояние, когда вы устали. Вы становитесь в эту позицию ребенка и нуждаетесь в отдыхе. Причем здесь наступление вот этого такого застоя, оно весьма такое внезапное. Как-то, знаете, вот
нежданно-негаданно раз и захотелось отдохнуть, раз и появилась такая ситуация, когда нужно взять небольшой тайм-аут, небольшую паузу. Но я не могу сказать, что для вас это критично. Здесь такое ощущение, что нужно действительно отдохнуть, нужно уделить время себе, нужно съездить в отпуск, нужно немножечко снизить обороты. И как только вы отдохнете, будет движение вперед, потому что в целом год у вас очень удачный, и каких-то таких сложных моментов я не вижу. Та ситуация, которая будет в работе с так называемой паузой, с так называемым застоем, она необходима для того, чтобы вы смогли посмотреть на все происходящее под другим углом, с другого ракурса. У многих действительно отыграется такое, что вы работали вот весь предстоящий год, как такой, то есть предыдущий год, как, знаете, как лошадка, да, работали на износ. А теперь вы понимаете, в начале грядущего года вы понимаете, что все, нужно немножечко сбавить обороты, нужно немножко как-то, вот знаете, снизить деятельную активность и отдохнуть. Кому-то взять в отпуск, кому-то просто снизить нагрузку. Но после того, как вы отдохнете, здесь будет прям, знаете, вот у кого-то это карьерный рост, повышение по службе, повышение по карьерной лестнице. У кого-то, у тех, кто работает на себя, здесь обязательно, вот знаете, какие-то новые проекты, идеи, планы, цели. В целом в работе все у вас хорошо, просто вот необходимость, знаете, небольшой такой передышки. Что с финансами у скорпионов в грядущем году? Все хорошо. Так, могут меняться источники доходов, либо могут появляться такие ситуации, с чем связаны ситуации. Смотрите, в грядущем году скорпионов ждут какие-то крупные расходы, но это расходы хорошие. У кого-то, знаете, вот ремонт, у кого-то смена гардероба, у кого-то переезды, связанные с этим переездом траты. Поэтому здесь такое ощущение, что у вас накоплена прям вот такая хорошая финансовая подушка. Но, собственно, поток денежный, он у вас не прекращается. Здесь деньги, они к вам поступают. Все хорошо, вы при деньгах. Но та финансовая подушка, которая у вас была, она немножечко истощается, ее приходится потратить, но потратить на собственный комфорт. Для того, чтобы купить красивое платье, красивые туфли, красивую мебель, новую квартиру и так далее. Здесь расходы на удовольствие, на благополучие, на благосостояние. И я могу сказать, что вы не влезаете в долги. Возможно, есть люди, которые готовы вам помогать. Может быть, старший брат, может быть, старшая сестра, мама. И эти люди, у кого-то муж, простите, забыла мужа, эти люди, они помогают вам преодолеть вот именно тот период, когда приходится расходовать деньги, потому что расходы здесь будут, расходы такие глобальные. Тем не менее, все, что связано с финансами, у вас в самом лучшем ключе проходит. Всегда можете рассчитывать на поддержку близких людей. Во-первых, вы при деньгах, во-вторых, те расходы, которые вас ждут, они будут приятными, и они вам в удовольствие, они вам порадуют. Вы справитесь с этими расходами, с этой ситуацией, и в дальнейшем ваш денежный поток, он вот на том уровне, которым был, и останется, а возможно даже лучше станет. Могут, знаете, могут еще у кого-то меняться источники доходов, потому что в работе повешенный он еще может отыгрываться как смена направления, у кого-то это вот как карьерный рост. И, естественно, если меняется должность, меняется и источник дохода, поэтому такой вариант тоже возможен. В целом по финансам все замечательно. Далее, что в личной жизни у скорпиона в грядущем году? Личной жизни. Ой, ну в личной жизни все хорошо. Во-первых, карта сердца нам сулила прям вот любовь, романтику, гармонию. Смотрите, движение вперед. Колесница – это всегда прогресс. Возможны путешествия с любимым человеком, возможны переезды, возможны поездки, приобретение совместного движимого имущества, автотранспорты, поезда, самолеты, яхты, у каждого это свое.
Но в целом здесь посыл такой, что в сфере любви гармония, двойка кубков, тройка кубков, у многих будет отыгрываться праздники, свадьбы, заключение таких вот, знаете, семейных каких-то союзов, заключения, партнерства. Поэтому в любви у скорпионов прям тишь да гладь. Если были какие-то разногласия между вами, если были между вами какие-то недопонимания, нужно было сгладить острые углы, вы их сгладите, вы найдете все компромиссы. Причем здесь ситуация максимально под вашим контролем, здесь все в ваших руках. И как раз-таки в движении вперед, в умении сгладить вот эти вот острые углы, вы идете к более такому гармоничному, более романтичному союзу с вашим любимым человеком. Новых людей в вашей жизни я не вижу. Это все происходит с тем человеком, которого вы уже знаете. Здесь в вашем окружении, либо в отношениях с ним вы уже состоите, либо же где-то вот, ну, как я уже сказала, он на горизонте есть. Далее, к чему стремиться нужно скорпионам в следующем году? К чему стремиться? К достижению намеченных целей. Цели, скорее, вы уже знаете. Цели вы уже имеете, вы знаете о них. Причем, смотрите, карта маг — это то состояние, когда все в ваших руках. Медведь, маг — это очень синонимичные карты. Они говорят о том, что здесь действительно все будет зависеть от того, как вы будете стараться для того, чтобы достичь поставленную цель. Трудности преодолевать нужно, пробивать стены лбом нужно. Опять аккуратно, не разбейте голову. Двигайтесь к намеченным целям, обязательно держите ситуацию, абсолютно все ситуации, работа, финансы, отношения, карьера, все в ваших руках. У вас есть все ресурсы для того, чтобы достичь желаемого. Ну и, соответственно, перед трудностями, перед сложностями не пасуйте. Умейте их преодолеть. От чего остерегаться скорпионам в грядущем году? Ой, искушения будут. Искушения. Во-первых, могут быть... Так, император. Смотрите, не хотела делать акцент на тройке кубков, но здесь у нас и император, и рыцарь кубков. Велика вероятность того, что будут проявлять интерес к вам третьи лица. Возможно, будут проявлять интерес к вашему постоянному партнеру, также воздыхательницы тайные. Так вот, вот здесь очень важно вам не поддаваться искушению, потому что, судя по всему, будут люди проявлять к вам симпатию. Да, совершенно верно. Пятерка жезлов — это карта соперничества. И Иерофант — традиционные отношения. Ни в коем случае не вступайте в треугольники. У многих может отыграться такое, что, смотрите, дьявол, император, да, то есть может поддаться искушению ваш любимый человек. Но опять же, карта сердца нам говорит о том, что вы выстоите. В любом случае здесь у вас с вашим партнером истинные чувства, настоящая любовь, и те искушения, которые могут стоять на вашем пути, они будут являться определенного рода испытаниями для вас. Так вот, вот эти испытания нужно пройти. Дьявол, император, рыцарь кубков, пятерка жезлов и карта Иерофант. Все они говорят о том, что перед третьими лицами нужно, вот знаете, держать себя, вести себя достойно. И ни в коем случае не поддаваться этому соблазну. Нужно следовать тому, что вы сторонник традиционных отношений, вы сторонник правильных отношений, когда все вот именно чинно, благородно, когда в отношениях двое людей, когда нет третьих лишних. Хотя у многих здесь действительно нужно отметить, что соблазн будет для того, чтобы вот как-то поддаться этому искушению. Но еще раз повторюсь, даже если случится так, что не устояли, да, вот эту слабинку проявили, все равно ваш союз, он будет целостным, он будет гармоничным, все трудности вы преодолеете, вы сумеете все преодолеть. Давайте совет посмотрим для скорпионов. Давайте совет посмотрим. Смотрите,
Ну, во-первых, у вас будет масса возможностей для того, чтобы получить какой-то нужный вам шанс. Это как карта компас. Это как то состояние, когда вам указывают нужное направление. И вам важно вот эти возможности уметь увидеть. Потому что рыцарь Пентаклей — это всегда какая-то приятная новость, какой-то удачный шанс. Но ко всем этим возможностям нужно относиться весьма легко и спокойно. Не так, что вот увидели, цап, и никому не отдам, а весьма спокойно, весьма ровно. Знать цену, знать стоимость вот этим возможностям и уметь расставить приоритеты. При этом, смотрите, важно полагаться на свой собственный опыт. Скорее всего, вы уже ранее совершали какие-то ошибки, которые стали для вас своего рода учителями, стали для вас своего рода уроками. И обязательно при получении каких-то новых шансов и шансов и возможностей, здесь важно опираться на свой опыт, именно на свои какие-то знания, которые могут вам подсказать, как правильно действовать. И не торопитесь, не торопитесь, знайте, что все в ваших руках, всего, чего вы наметили на грядущий год, вы достигнете, обязательно достигнете. Посмотрите, у нас с вами на обороте 4 пентаклей. Она говорит о том, что очень важно ценить и беречь то, что для вас представляет настоящую истинную ценность. Благодарю всех за просмотр данного видео. Вот такой будет грядущий 2023 год для скорпионов. Буду рада вашей обратной связи. До встречи с вами в новых видео.